Любителям не смотреть мои видео привет, остальным свежий вкусный исекай. Ура, опять и снова, не забудь поставить лайк и написать невероятную приколямбу в комментариях. Поехали! Где-то как-то в Японии главный герой по имени Кельвин откис по ошибке божества, но не стоит печалиться, молодому дали вторую жизнь в фэнтези-мире. Льготы на этом не кончаются. Богиня перерождения красивая, жесть. Вот главный герой и решил ее взять с собой в виде назойливого голоса в голове. Шиза. Вот так удача, Кельвин самый настоящий призыватель, может подчинять побежденных противников и непобежденных тоже. Таким спеллом обладает не каждый, а все благодаря чудесной сделке. Воспоминания в обмен на силу. И рыбку съел, и сел. Да. Как вы думаете, что же такого знал Горемычный, если он получил такую мощную силу? Уверен, он знал о моем рутуб-канале с эксклюзивным контентом. Далее по классике первое поселение. Кринж на рынке, подключение гильдии наемников под классом маг природы. А все из-за того, что призывателей штуки 3 на весь мир. Такие дела. Ура, первый заказ. Нужно поделить 3 слизней. Геншин импакт, приключенческое ММО-РПГ. Ладно. GG успешно задизморалено. Можно и пакт заключить. Поздравим с первым самоном. ГГ оказывается настолько силач, что завербованные мобы получают не только x10 к статам, но и возможность в любое время суток общаться с владельцем. Двойная шиза. Итого, вся живность поделена, гроши заработаны, можно и поспать. Жаль, водопровод не изобрели. Помыться не выйдет. Средневековье, все дела. Из важного, Кельвин во время перерождения признался богине в любви, поэтому у него в голове не просто женский голос, а самая настоящая жена. Горько. Зачем? Бумага-то не горькая. Из неважного, Кельвин заприметил красивую эльфийку для покупки. Осуждаю. 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 Спустя энное количество гринда, ранг Е получен. Поздравим с замечаниями о низкоуровневом шмоте. Негоже спидранера, получившему в кратчайшие сроки нифиговое звание, ходить в обносках. Но об этом потом, позже, за кадром. На горизонте, понимаете, злой злодей Кассель. Гниль предлагает отправиться вместе на босса. Казалось бы, что такого? Да вот загвоздка. Членом группы будет виден настоящий класс Горемыки. Значит, нужно устроить испытание. Кто победит невероятно сильное чудище, тот крутой и молодец. Забились. Гниль, представляете, настоящая гниль. Злодей с подельниками планирует поделить Кельвина в данже. К сожалению, их планам не суждено сбыться, ведь Горемычный пришлепал первый, заблаговременно пересчитав мелочь в данже. Теперь никто не помешает восстановлению справедливости. Бим, бом и все. 3 неудачника перемножены. Теперь можно и боссом заняться, а он, да, приятный мужик, с которым есть о чем поговорить. И судьба у него трагичная. Служил мужик, не тужил, во благо своего государства, короля, повелителя. Но вот оказия остроухие наслали на королевство чуму, а выживших нет. Даже лошадь того отбросила копыта. Очень грустно, печально. Как по итогу рыцарь стал монстром, непонятно. Да и сам он не знает. Спасибо за объяснение ворлдбилдинга. Надеюсь, автор аниме выпьет чашечку говна. На этом с флешбэками все. Пора о делах насущных поговорить. Контракты обсудить, и вот так удача. Бронированный не против служить новому королю в виде нашего Горемычного. Но перед тем надо помахаться, попробовать пощупать нового владыку. Как вы могли понять, у Страшилы не было и шанса. Итого, пакт заключен, новый союзник получен. Поздравим с еще одним голосом в голове. Тройная шиза. Кринж. Также поздравим с очередным успешно выполненным заказом. Злодеи наказаны, босс повержен, ранг повышен. Все рады и счастливы. Из важного, ручной слизень эволюционировал в слизня покруче. Теперь Джиджа сильнее сильного. Такие дела. Ну а теперь пора познакомиться со старым шизом главой гильдии. Дед настолько крут, что с нулевой прочитал все характеристики Кельвина. Пенсионер знает вообще все. И про класс, и про перерождение. Мужик опасный, ничего не скажешь. Кошмарить юнца в планы пожилого не входило. Поэтому да, сделка. Кельвин должен защищать округу от чудовищ. В обмен Горемыка получит крутой ранг и останется свободным. Из важного, в мире имеются и другие призванные. У них, кстати, есть цель поделить владыку демонов. Затем и нужен весь цирк с охраной близлежащих земель. Героям, понимаете, некогда. Ну и ГГ, соответственно, деваться некуда. Поэтому да, по рукам. После плотной сделки надо закупить приколов. Точнее прикол, а если еще точнее, приколессу. Кельвин решил, что ему просто необходима та эльфийка из первой серии, типа дополнительная боевая единица. Вопрос, зачем, если в арсенале невероятной силы рыцарей Гигаслаем? Думаю, ответ очевиден. Фан-сервис. Со Струхой, кстати, все не слава богу. Бедняжка проклята. Все, кто ее касаются, загораются. Как хорошо, что наш сильный силач может и проклятие развеять, и одежду горничной прикупить. Не тайтл, а мечтаинц. Ура! В отряде пополнения. Зовут девочку Эфиль. Класс боевая горничная. Умеет все и даже больше. Спасибо Горемыке за грамотное распределение очков навыков. Спокойной ночи. Доброе утро, пора гриндить. Из нового ГГ теперь кузнец. Наковал шмота, оружие и прочего для своих сокомандников. Также Эфиль получила ранг С за 2 секунды, поделив беднягу на экзаменаторе.
центре. Как-то слишком много событий за 1 минуту, подумал автор, и поэтому да, пора пить чай с пирожными. Скип. Прямиком к монашке, которая та самая богиня перерождения шепчет на ухо пророчество, ведь без него героям будет очень плохо, бедно и тяжело. А у наших баранов тем временем постельные сцены с признаниями и обнимашками. Поздравим очередным заданием. В местном подземелье завелся самый настоящий демон минимум ранга С. Никто из местных ничего сильной силищу противопоставить не может, поэтому пойдет Кельвин. А на месте реальная зверюга, металлическая, сильная, охраняет дочь владыки тьмы. Гнедовар, кстати, разумный, зовут Виктор. Хочет съесть наших горемычных, чтобы расколдовать свою госпожу. Одним словом, резня. 2. На самом деле, Витя нормальный мужик. Дочку властелина охранял, в обиду не давал, учил драться, короче, прилежная нянька. Но счастье не могло длиться вечно. Однажды герои напали на замок владыки, весь персонал поделили, благо дочурку не нашли. Ведь папаша успел ее спрятать в дальних далеких землях. И вот итог. Подручный лежит без пары конечностей, от пакта отказывается, одним словом, преданный. Настоящий мужик. Молит взять дочурку в группу, как она очнется. Кельвин, как добрый герой, согласился, одел, пригрел, принял дитятку владыки. Зовут беднягу Сэра. Бой я скипнул, думаю, всем и так ясно, что ГГ непомерная имба, окруженный такими же имбалансными балбесами. Ура! Повышение до ранга А! В честь этого пир на весь мир и откровение Сэры после пьянки. Мадама хочет увидеть море. ЧЗХ. Эрен Егеру. Красноволосая, кстати, стала слугой Кельвина. Что мешало заключить такой же пакт с эльфийкой, неясно. Ей, видимо, нравится топтаться ножками по асфальту. Ладно. Самое время пофлексить обновками. Там и перчатки, и плащ, и меч, и все на свете. Но главное, ГГ хочет риса. Поэтому все, пора в путь в страну у океана. Надо, так сказать, увидеть море и насладиться углеводами. Все как обычно, не слава богу. На пути дороги встали разбийники из фракции Черный Ветер. Зря они так, могли ведь еще жить, дожить. Помянем пары сотни ударов от Сэры. К счастью, бандитники живы, здоровы, даже могут что-то бубнить про своего командира 70 уровня. Стрела с ним забьется как-нибудь позже, пока можно и даже нужно любоваться красотами того самого углеводного города. Так похожего на Японию. Ладно, вру, разговор с местной главой наемников не ждет. А там очередное поручение. Надо добить ту самую шайку бандитников с сильным силачом на главаре. Но у ГГ другие планы. Он понял, почувствовал, учуял и снова понял группу тех самых героев в городе. Вот с ними и можно сразиться, поэтому задание по аннигиляции криминала достается 5 борцов со злом. А наши ребятки двинутся занимать место злодеев, попутно успокоив пару десятков охранников. Да, весь цирк затевался ради почетной, вкусной и плотной резни с героями. И тут начинается самый настоящий троллинг. Тайтл высмеивает все возможные клише исекаев, и командная работа, и уникальные способности, и сила дружбы, даже легендарные 2 меча прямиком из САО. Было бы реально смешно и весело, если бы само аниме не работало по озвученным выше клише. Поэтому не хихи, ни разу, а просто тупой фан-сервис для нетакусь, который не смотрит исекай, но втайне мечтают о милой девочке-еноте и имбалансных способностях. Короче, кринж. Итого герои, унижены непомерно сильным ГГ, извиняются, плачут, говорят, станут сильнее благодаря битве с Кельвином. Спасибо! Кстати, бандитники задержаны, теперь можно и своими делами заняться. Например, тренировкой горе-героев. Лохи, кстати, не настолько лохи. Вон даже смогли кальмара завалить. Молодцы! Теперь можно и покушать вкусных вкусностей, которые приготовила Эфиль. После плотного обеда, по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно победить босса С-ранга, выплывшего прямиком к горемычным. Подрались, посражались, пора прощаться. Грустно. Ужас. Сильные силачи ждут, не дождутся, когда же они еще увидятся. Печаль, беда, еще и прощальный подарок в виде кулонов. Тотальная депрессия у меня, потому что это аниме не собирается кончаться, а учитывая концовку, так вообще будет 2-й сезон. Боже, помогите. Ладно, до связи. Теперь пора на поклон к местной царевне-королевне. Мадама высоко оценивает труды Кельвина и команды, поэтому наш психопат вправе просить чего угодно. И что бы вы думали? Рис, 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 рис. Зерна одноименного растения. Он является основным пищевым продуктом для большей части населения Земли, хотя по объему производимого пищевого зерна уступает пшенице. Как герои добыли рис, Кельвин объелся им по самое не хочу. Более того, мудрая правительница обязалась поставлять мешки с углеводами до конца жизни. Спасибо! А вся остальная команда была рада навернуть японского хрючева. Настолько, что Эфиль занялась сбором рецептов, чтобы Горемыка всегда был рад и доволен. А далее несколько дней чила в родной японской обстановке. Откуда ГГ знает, что такое рис и Япония, если он потерял свои воспоминания, непонятно, неважно, а вообще чего это я думаю, задаю вопросы, тут же не надо думать. Эфиль, кстати, готовит опупенно, даже ее величество не против навернуть за обе щеки, умница. Команда А настолько приглянулась царевне, что та предлагает завербовать всех на службу, а ГГ и вовсе повезло, зовут под венец. К сожалению, мадемуазель отвергли, поэтому все, пора домой, причем не на лодке, а на самом настоящем телепорте. Это то же самое, что передавать людей по блютузу, ну поняли, типа мгновенное перемещение материального объекта из одной точки пространства в другую. Да, пора покупать дом. Фамильное имение, дворец. Блин, тоже хочу дом, поэтому да,
Переходим по ссылке в описании. А что насчет аниме? Бедолаг по комнатам расселили, даже служанок наняли. Ни левых, ни правых, а знакомых. Момент их спасения, кажется, скипнул. Короче, дамы ровные, в почете. На сегодня все, спокойной ночи. Нет! Жена заговорила, она, представляете, молчала 3 серии кряду. Непорядок. А все потому, что ненаглядная работала над своим ослабленным воплощением, чтобы Горемыч не смог ее призвать, погладить и обнять. Ура! Голос теперь будет не только в голове, но и в жизни. Слышите? Нет? Не, ну, конечно, не слышите. Голоса-то в голове. Весь отряд в шоке, опять и снова новая женщина. Да кара ему не стыдно. Очередная домработница. Фу-фу-фу. К сожалению, кринж окончен, пора браться за новое задание. И хотел бы я сказать, но нет, опять и снова уплетание хрючего за обе щеки. И снова богиня благословила Горемычного. Теперь раз в месяц он может пережить смертельные ранения. И это еще не все. Молодой также научился плодить попаданцев. Да, вот так просто призвать людей из другого мира. Муки совести насчет бесчеловечности переноса рандомов я скипну. Лучше сразу к делу. Кельвин собирается потратить всю ману, чтобы призвать невероятно сильного человека. Молодой старался, пыхтел, корпел, колдовал, а по итогу получился ребенок. Причем дитятка непростая, с трагичным прошлым. Рион провела всю жизнь в больнице. Девочка спала и видела, как попадет в другой мир. И вот да, случилось, свершилось. Спасибо, дядя главный герой. Из важного, чтобы у окружающих не было вопросов насчет новоприбывшей дамы, Рион станет младшей сестрой Кельвина. Так что да, поздравляем братана, братика, братишку с пополнением в отряде. На следующий день, господа ребята, наконец-то отправились гриндить мобов. Все ради прокачки слабого звена команды. Очень удобно, что у главного героя в запасе есть заклинание распределения опыта между участниками группы. Одним словом, повезло. Двумя старый гильдейский знакомый, который пришел в темный лес проходить экзамен на повышение ранга. Но вот незадача, мобы на горе кончились. Насрал кенту в тарелку. Какой плохой Кельвин. Надо бы извиниться. Негоже гнилость учинять. Хорошо, что старый товарищ не в обиде. Наоборот, совет раздает. Говорит, пора сдавать экзамен на ранг С. Но об этом позже. В отряде снова пополнение. Слышите? Пополнение! У Рион появилась собачка, прирученная в том самом дремучем темном лесу. Ура! Самое время ее помыть и приласкать. Простите, его. Пёселя зовут Алекс. Далее по плану тренировки, скачки на собаке и все сопутствующее. Враги противники напали. Это хороший шанс для Рион продемонстрировать навыки, полученные в ходе упражнений и тренингов. Как вы могли догадаться, все прошло без сучка и задоринки. Одним словом, сестра умница. Простите. Это было 2 слова. Я вот не сказал, но на дом ГГ напали ассасины государства со злыми депутатами. Ребята вообще шуток не понимают, сидят в своем замке с жиру, бесятся да настолько, что объявили войну всем и вся. Но вы знаете, блицкриг, мировое господство, я уже знаю, чем все кончится. Сильный силач на ГГ всех остановит, потому что он главный герой и сильный, помяните мои слова. Новый день, новое утро. Опять и снова дорога, на этот раз прямиком к царю зверей, королю какого-то там королевства, проходить экзамен на S-ранг. К сожалению, путь героев лежит через спорные территории, лес эльфов, с которыми, кстати, следует познакомиться. Местный вожак, конечно, в ауте. У Горемычного в команде его старая знакомая по имени Лумель. Нет, обознался. Если коротко, Лумель — это мать Эфиль, защитившая дом родной от злого дракона. Уговор был такой: эльфийка становится его женой, а рептилия отстает от остроухих. То есть отец ящерица, мама с нестандартными ушами, поэтому горничная такая мощная, сильная, огнем плевалась. Вы не подумайте, это не попытка заштопать бесконечное количество сюжетных дыр, это глубоко прописанный лор. За флешбеки спасибо! Пожалуйста. Кельвина настолько растрогала история про храбрую эльфийку, что он предложил главе деревни сделать из их маленького поселения настоящую крепость, чтобы всякие твари никогда больше не беспокоили лесных доходяг. Тем временем злые злыдни из того самого злого плохого государства перешли в наступление. Им, к счастью, не повезло, потому что деревня уже переоборудована в небывалых масштабах укрепления, со снайпером в виде остроухой горничной. Помянем бедолаг. И тут, представляете, были страшный огромный великан S-ранга, умерщвление которого Мельфина поручила Рион. Казалось бы, типа интрижка, завистливая богиня пытается слить назойливую конкурентку. Но нет, тут не будет никакой подоплеки. Конфликтов, ссор, драм. Ничего. Просто поручила просто убить, типа забота. К слову, про стёб, иронию и сатиру. У Рион имеется особый навык, возможность владеть 2 мечами, как у Кирита в САО. Но поняли, теперь это абсолютно рабочий элемент в истории. Ныне без шуток и приколов. Печально. Ребенка великана поделила. Поздравим! Я даже похлопаю. Из сюжетных поворотов. Появление злого злыдня с армией заколдованных женщин. Он тоже попаданец, но типа плохой, эгоист, использует силы только ради себя любимого. Негоже так. Пора резаться за честь и правду. Тут, понимаете, битва взглядов, эгоизм, альтруизм, все дела. Важно одно, Кельвин опять и снова победил. К сожалению, противника не добил. Его успел спасти другой злостный, вредный депутат с помощью какого-то крутого телепорта. Ну, помните про телепорт, про перемещение? Далее праздник, еда, танцульки. Никто с начала мира
мира не видал такого пира. Я там был, мед пиво пил, да усы лишь обмочил. Усов у меня нет, зато есть инфа про напыщенного блондина, которого одолел наш горемычный. На нем теперь ставят эксперименты во дворце. Помянем. Повышением DS ранга и встречу с тем самым королем зверей, причапавшим уведомить о скорой резне между всеми наемниками высшего ранга. Чисто так, ради забавы. Еще там была мораль, про важность человеческих взаимоотношений, про бездарно прожитую жизнь со всеми выходящими. Да, круто, классно, много исекаев видал, но конкретно этот пытается быть настолько массовым, насколько это возможно. В нем буквально есть все из похожих по сеттингу произведений. Жаль, что это всего лишь попытка. Также аниме пытается шутить над условностями жанра. К сожалению, фундамент мультфильма и есть все те клише, над которыми была произведена попытка в хихи. Поэтому нет, не катит феноменальный кал. Помните, я говорил, что маг-целитель плохой? Забудьте, я, кажется, нашел самую посредственную посредственность. И мне страшно представить, сколько еще подобных тайтлов впереди. Пока. Ладно, какой пока. Еще анекдот. В очередной раз Сократ завершил выступление перед учениками, но никто ничего так и не понял. Вот он подходит, спрашивает: «Учитель, я ничего не понял. Как понять, о чем вы говорите?» Сократ задумался, почесал голову, подумал и, наконец, ответил: «Не знаю».